Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Вы просили приготовить что-нибудь вкусненькое и полезное. И сегодня мы с вами будем готовить чуду с зеленью из шпината. Они получаются очень сочные, вкусные, нежные, просто объедение. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Вы будете в полном восторге. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Первым делом приготовим тесто, так как оно у нас должно еще отдохнуть. Я отвесила 600 грамм муки, и сейчас ее обязательно просеиваем. Нам нужно приготовить мягкое тесто. Пропускаем через сито, насыщаем кислородом. Делаем углубление. Почему я говорю насыщаем кислородом? Потому что мука через некоторое время слеживается, когда долго лежит. И вот когда мы пропускаем через сито, конечно же, она становится легче. Добавляем 1 чайную ложку соли. Добавляем где-то 2 столовые ложки растительного масла. Любого масла растительного без запаха. И 350 мл воды. Обычной комнатной температуры. Можно тепленькую, можно холодную. Замешиваем тесто. Обычно, когда я готовлю такое тесто, я никогда не взвешиваю ни муку, ни воду не измеряю. Вы, если видите, что у вас тесто получается жестковатым, это такое простое тесто, можете водички добавить, не ошибетесь. Если видите, что у вас тесто слишком жидкое, добавляете немножко муки. Тесто еще полежит, оно еще будет мягче. Но я все равно сейчас немножко водички добавлю. Хотя бы минутки 3 нужно вымесить тесто. Вот такое тесто должно получиться, мягкое. Тесто в пакет и дадим ему отдохнуть минут 30. Так, я подготовила зеленый лук. У меня здесь 5 пучков. Вы смотрите сами по своей семье. Здесь у меня, видите, бурачные листья, а также шпинат. Я все хорошенько промыла, на бумажное полотенце откинула, чтобы лишней влаги не было. 2 пучка кинзы. И сейчас будем нарезать, готовить начинку. Отделяем зеленую часть и беленькую. Белую мы будем обжаривать, зеленую будем также нарезать уже в саму непосредственно начинку. Если у вас зеленый лук слишком крупный, вот так его делим пополам и нарезаем, чтобы он лучше прожаривался. Зеленую часть тоже нарезали. И сейчас либо топориком, либо тяжелым ножом слегка вот так порубить. Зеленый лучок готов. А сейчас нарезаем кинзу. Вот так зелень измельчаем. Смотрите, какая она красивая. Мелко нарезанная. Готово. Все перекладываем в большую емкость. Здесь будем все ингредиенты собирать. То же самое делаем с оставшейся зеленью. Вот так собираем в руку и начинаем рубить. И сюда же все добавляем к зелени. Я очень люблю именно свекольную ботву. Вот эти красные прожилки, красивые, они очень красиво смотрятся в чуду. Зеленое и красное, тоненькое тесто и вкусно, очень вкусно. И сейчас шпинат. Вся зелень готова у нас. Посмотрите, какая она. Все готово. Сюда же добавляем зеленый лук. Немного подпыляем мукой. Тесто у нас готово. Посмотрите, какое оно очень мягкое. Начинку мы еще до конца не завершили. Но у нас шарики тоже должны отдохнуть. Поэтому сейчас мы нарежем на кусочки. Я буду взвешивать, чтобы у меня одинаковые получились чудушки. Красивые. У нас очень популярно
это блюдо в Дагестане. Уже вот как только зелень начинает появляться, уже начинают делать чуду из зелени. У моего лезгинского народа готовят лезгинский афарар, называются они. Так, сейчас я взвешиваю. У меня получилось 10 кусочков теста по 100 грамм. И сейчас скатываем вот так в шарик, вот так. И выкладываем на тарелочку. Перекладываем на тарелку. Дадим тесту немножко отдохнуть. А пока пойдем обжаривать лук. Сковороду на средний огонь. Добавляем немного растительного масла. И грамм 50 сливочного масла. Сюда же отправляем белый лучок и обжариваем до золотистого цвета, постоянно помешивая. Влага должна выпариться, и лучок приобретет золотистый красивый цвет. Вот как только сейчас немножко подзолотится, взбиваем 5 яиц и вот также на среднем огне добавляем к луку. Заливаем яйца и быстро все перемешиваем. Огонь прибавляем. И сейчас все вот так смешиваем на большом огне. Вы можете, конечно, и жидкие яйца добавить, не обжаривать их предварительно, но тогда вам сложнее будет с начинкой работать. А так и вкуснее. Вы можете добавить немножко соли в яйца, немножко перчика. Вот так, сильно не зажариваем. Все готово. Снимаем с огня. И вот так лопаткой рубим, чтобы не было больших комочков. Вот так. У нас яичница получилась очень нежная. Мы ее сильно не пережарили. Посмотрите, какая она нежная. Но пока мы ее к зелени не добавляем. В самом конце. Потому что горячая, она пусть немножко остынет, оно сразу даст сок. И соль сразу, и специи не добавляем. Потому что зелень, она сразу начинает выделять влагу. Готово. Сюда же добавляем 250 грамм творога. Творог у меня домашний. Я его готовлю сама. Ссылку под видео в описании обязательно укажу. Либо можете добавить сыр брынзу, малосольный. Яйца с луком у меня тоже немного остыли. И мы сейчас все добавляем сюда. И сейчас все вот так смешиваем. И все вот так аккуратно смешиваем. Сильно зелень не давим. Специи будем добавлять позже. Специи будем добавлять тогда, когда будем уже формировать чуду, перед самым тем, как выпекать. Все хорошо смешиваем, сильно не сдавливаем. Это блюдо и красивое, и вкусное, и, конечно же, очень-очень полезное. Вот посмотрите, какая у нас начинка получилась. Вы, конечно, можете положить и яиц больше, и творога больше. Я хочу, чтобы сегодня у нас зелени было больше. Вот так у нас все готово. И тесто тоже готово. Они очень сейчас мягкие, нежные. Так, берем каждый шарик, накрываем. Подпыляем мукой. Тесто, видите, оно немного липнет к рукам. Поэтому муки не боимся. И раскатываем тонкий-тонкий пласт. Я буду готовить чудушки в форме полумесяца. Их можно готовить круглыми. Очень удобно. У меня жаровня удлиненная, прямоугольная, поэтому я готовлю полумесяцем. У вас на самом деле тесто получится очень тонким. Особенно для чуду с зеленью. Вот вы видите, вот такое у меня получается чуду. Как раз по моей доске и по моей жаровне. Специальную доску чуть-чуть подпыляем мукой. Я устанавливаю по диагонали, потому что у меня не помещается. Определяю границы, куда мне нужно выложить. В отдельную емкость начинку, уже готовую. По вкусу присаливаем. И немного черный молотый перец. Все вот так быстро смешиваем. Оно сейчас сразу начнет давать сок. И начинаем формировать чуду. И теперь резким движением вот так накидываем сверху тесто.
Прижимаем. И сейчас по краешку проходимся пальцами. Вот так. И отправляем на жаровню. Жаровня у меня уже минут 20 разогревается. Разогревалась на среднем огне. Сейчас я огонь. Здесь у меня 2 глазка. 1 чайный и 1 большой глазок. Я уменьшила сейчас ниже среднего. И до первых пупырышек золотистых. Потом переворачиваем. Края уже подсохли. Вот так переворачиваем. Вот вы видите золотистые пупырышки. И сейчас видите, какое нежное тесто. Внутри очень много будет пара. И сейчас все пропечется великолепно. Вы мне задаете вопрос, пропекается ли все внутри. Конечно, там очень высокая температура. И сейчас пар начнет искать, где бы ему выйти. И, как правило, он выходит вот здесь на краях. Если вдруг пар, он обязательно прорвет тесто. Поэтому уже если вы убедились, что у вас эта сторона готова, то вы можете сделать дырочку. То есть вам уже потом переворачивать не нужно будет. И сейчас уже, видите, зафиксировался. Уже можете двигать. Нижний слой зафиксировался. И я вот так вот двигаю, потому что у меня конфорки разные по величине. Вы можете половинками делать, вот маленькие делать чудушки, чтобы удобно было переворачивать. Еще не готово. И вот посмотрите, у нас здесь все поджарилось. Пар, вы видите, вырывается. Это говорит о том, что все готово. И проходимся сливочным маслом. Про края не забываем, чтобы все смягчилось. И чудо будут очень вкусные, со сливочным вкусом. Первое чудо я обычно переворачиваю и также смазываем. Сверху пленкой обязательно и накрываем полотенцем. А теперь только успеваем. Пока один жарится, второй должен быть уже готов. Я думаю, многие из вас приезжают в гости в Дагестан, и вы уже пробовали чудо. Мясные, разные. Обязательно попробуйте чудо с зеленью. Готово. И сейчас резким движением вот так набрасываем, прижимаем, проходимся по краю. Если у вас пальцы прилипают, то лучше в муку их. Проходимся резаком. Вот так проверяем и идем жарить. Второе чудо у нас побольше получилось. Сейчас пока никакие манипуляции не делаем. Надо, чтобы нижний пласт чуть-чуть зафиксировался, схватился. Оставляем пока так. Еще чуть-чуть, буквально. Масло вот так устанавливаем, пока оно тает. Жаровню вытираем от излишней муки, чтобы она не горела. И отправляем в следующее чудо. И здесь вот так вот все распределяем. Готово. Если вы хотите диетический вариант, вы можете маслом не смазывать. Просто оставить их без масла.
Жду готовы. Посмотрите, какие они у нас получились красивые. Тонкое-тонкое тесто, очень нежное и вкусная, сочная, полезная начинка. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Вы на самом деле будете очень довольны. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Для меня большая мотивация – ваша подписка, комментарии и лайки. Очень буду благодарна вам за обратную связь. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.